Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Анна Лейтланд-Григорьева. Это итоговый выпуск проекта Fake Detective. Большого проекта, который мы делали вместе с нашими коллегами из Эстонии, с создателями Multinuticas. С ними мы тоже сегодня поговорим, кстати, и поговорим с Кристиной Кострановой, это руководитель проекта, непосредственно занимающаяся воркшопами, опросами и с латвийской стороны. Мы же, как Грэм, представляли на нашей площадке эту большую работу, которая была сделана в том числе и нашими коллегами, ну и нами также. Так вот, говорили мы в рамках этого проекта с экспертами различными о критическом мышлении преимущественно, и не только. Разные темы были затронуты в контексте и нынешней геополитической ситуации. Мы тоже говорили много о критическом мышлении, о влиянии пропаганды. Также делали мультики, также мы делали воркшопы, также мы и наши коллеги делали опросы, говорили мы со школьниками, с людьми более старшего возраста, но в рамках молодежной организации. Так вот, много чего мы выяснили и много чего нам открылось, скажем так, в рамках этого проекта, который, безусловно, имеет все шансы на продолжение, учитывая, что довольно большой еще пласт знаний и интересных мнений, ответвлений новых технологий, о чем тоже хочется рассказать, и что тоже очень важно в контексте критического мышления, восприятия информации и того, как мы понимаем и как мы в том числе можем анализировать то, что происходит вокруг, то, как мы даем возможность другим мнениям звучать. Это тоже немаловажно, разрешить другим людям говорить и быть услышанными. В рамках этого проекта мы действительно многое, наверное, сами поняли для себя, но и также благодаря тем нашим участникам, которые подключились и делились своими мнениями и наблюдениями, мы открыли тоже немало важного, и, возможно, и вам это сейчас тоже покажется интересным, нужным и полезным. Спасибо, конечно, вам за обратную связь, за то, что вы писали, комментировали, мы это все читали, также анализировали и во многом взаимодействовали с нами в рамках нашего проекта и с нашими экспертами, задавали им вопросы. Теперь мы представим вашему вниманию итоговый выпуск проекта Fake Detective. Давайте посмотрим, как мы подвели эти итоги. С нами на прямой связи руководитель проекта Fake Detective и представитель латвийской стороны, со стороны Грэма, Кристина Костранова. Кристина, здравствуй. Здравствуйте. Ну вот, если подводить итог проекта Fake Detective, какие впечатления у тебя? В целом проделана огромная работа. Было очень интересно. Было интересно, оправдаются ли наши предположения, может быть, некоторые стереотипы. И было интересно следить, анализировать по фазам проекта. Да, вначале у нас был опрос, и мы сделали какие-то наблюдения, какие-то выводы, статистику собрали по Латвии, по Эстонии. А потом, уже когда были физические встречи с молодежью, было интересно посмотреть, ну, как проявляются эти данные на практике. Так что, в общем, мне кажется, классный проект у нас получился, необычный, очень живой, и мне кажется, что полезный. Вот ты активно занималась и воркшопами, и опросами, в первую очередь, потом же воркшопами и созданием мультфильма, так или иначе. Но вот на что ты обратила внимание в общении с молодежью, наверное, при проведении опроса, в момент воркшопа? Вот что тебе запомнилось? Ну, тут можно, в общем, рассказывать выводы по всему проекту, по каждой фазе, наверное. По опросу явно чувствовалась разница в представлении молодежи и представлении молодежных работников. То есть это очень четко проявлялось, да, что молодежь считает, что больше всего подвержены фейк-ньюсам именно взрослые и там скорее пенсионеры и такие постарше. Вот. В то время как однозначно молодежные работники у нас говорят, что да-да-да, это, конечно же, проблема молодежи, именно учеников. То есть такие пальцем друг на друга показывают. Это очень было явно и достаточно похоже также в Эстонии.
В Латвии очень чувствовалось, что наша молодежь не признается, что они подвержены фейк-ньюсам. Это вообще такая тема. У меня было ощущение, что это такое немножко табу вообще про это спрашивать. Но никто никогда не признается, что они верят в фейк-новости. Это вообще что-то такое, для каких-то глупых людей вообще создано, типа того. В Эстонии в этом смысле мне показалось, что и молодежные работники более критичны и самокритичны, более так адекватно, трезво смотрят на мир и видят, например, и разные темы фейк-новостей, не так однозначно, да, не так стереотипно к этому относятся. У нас вообще очень четко проявилось, что молодежь в первую очередь и в очень большую очередь, там, чуть ли не 90%, да, указывает на то, что они видят фейк-новости только в обманах. И это, скорее всего, связано с мошенничеством. То есть понятие того, что есть политические новости, влияние, да, на мнение общества и так далее, весьма ограничено. Очень редко кто об этом думает. То есть фейк-новости у нас, в принципе, у молодежи ассоциируются именно с мошенничеством. То есть там, не знаю, мне позвонили якобы из банка, выманили деньги, вот все в таком духе. Еще больше это проявилось, такое отношение, даже не в самих опросах, а когда мы собирали личные истории и хотели услышать, такие вот прям откровения от ребят. Во-первых, ужасно сложно оказалось собрать эти истории, и это меня очень удивило. Мне кажется, если бы меня спросили, я 10 перлов за раз могу выдать, да, что и такие у меня были ситуации, такие. И вот тут статья по пропаганде, да, и тут у меня там разные ситуации с мошенничеством, кучу чего, да, можно привести в пример. А молодежь, они действительно говорили, что типа, нет, это ко мне не относится. Я такое вообще не встречала. Это вообще чужая тема. И потихоньку мы насобирали эти истории, больше обращаясь напрямую к разным знакомым молодым людям и через беседу, да, доставая эти истории. И тогда уже оказывалось, что очень даже много они видят, да, и знают, и могут поделиться. И потом уже они делились возможностью рассказывать эти истории с другими там друзьями, знакомыми и так далее. И так мы насобирали эти истории. Так вот, действительно, очень сильно создалось такое впечатление, что это такая немножко тема табу, и как бы стыдно в ней признаться, особенно в Латвии. В Эстонии в этом смысле молодежь, больше рассказывала про какие-то политические новости, да, больше было вот этого понимания, что это не чистое мошенничество, да, например. Что еще по опросам? Что еще такого было интересного? Темы, в принципе, достаточно разные назывались, но интересно, что молодежные работники думают, что молодежь у нас читает только про знаменитостей, только про развлечения, и если уж они попадаются на фейк-ньюзы, то это именно про эти темы. То есть молодежным работникам, взрослым кажется, что молодежь, в принципе, ничего серьезного не читает. В то время как молодежь, когда их спрашивают, что вы больше всего читаете, что вам интересно, и в чем чаще всего встречаются фейк-новости, то они говорили, что это скорее новости про здоровье и про какую-то научную информацию. Вот это было неожиданный такой результат узнать. Вот. И достаточно такая четкая разница проявилась тоже в отношении латвийской молодежи, эстонской молодежи, работников. В Эстонии явно чувствуется, что этой теме уделяют внимание в школах с раннего возраста. Есть какой-то такой рациональный подход. Например, они упоминают очень часто, что для понимания, фейк-новости или не фейк-новости, они используют платформы для проверки, да, правдоподобности этих новостей. А наша молодежь в большинстве своем говорит, что им кажется, что это фейк, только если это какой-то странный кричащий заголовок.
да, то есть, ну, вот такой критерий указывается. Чуть меньше говорили, что, ну, задумываются об авторе, да, и ищут там источник, но очень редко, в принципе. Ну, а там про какие-то платформы и так далее, в принципе, нет понятия. Вот. И эстонские работники, да, говорят, что это актуальная тема, но им просто хочется как бы больше, более разнообразных каких-то материалов, а у нас просто говорят о том, что ну, материалов нет как таковых, то есть нет вообще понимания, как с этой темой работать. И в Эстонии ребята обращаются за помощью к старшим людям, да, то есть если они не находят ответов на каких-то платформах и так далее, то тогда они готовы обсуждать эти проблемы со взрослыми. В Латвии это снова, ну, если я обсуждаю там с родственниками, близкими, то есть это такая закрытая какая-то обстановка, а выносить на какое-то всеобщее обсуждение скорее нет. Ну вот. И дальше, потом уже, когда мы встречались с молодежью, когда проводили воркшопы, то тоже было интересно. Они вначале говорили, что это, ну, такая неактуальная тема, говорила наша молодежь, что это ну, для каких-то там глупых, для кого-то другого. Вот. Ну и какие такие вспышки, да, в моей памяти, которые меня прям просто перевернули мое мировоззрение. Самое первое задание на этих воркшопах у нас было: найдите какую-то новость. И я им давала просто темы, там, ну, вам нужно найти там любую новость про здоровье, любую новость про образование и так далее. Ну и ладно бы, если бы это было там в одном классе или в одной школе, но это повторилось несколько раз. Нынче молодежь ищет новости, угадайте где? В чате GPT? Да. То есть источник новостей как таковой, чат GPT, а новости, которые они не читали, ну, как бы я слушаю, я думаю, неужели они не понимают, что это не новость, да, то есть если я их спрашиваю там об образовании, они мне читают, ну, как бы статью про образование, что такое образование в Латвии, да, то есть какой-то обзор системы образования в Латвии, а не что случилось там, не знаю, на последнем там каком-нибудь стрейке учителей в таком-то городе, в таком-то, ну, то есть не новость, да, просто как тема. И это не единичный случай, поэтому это меня очень шокировало. Вот. Да, еще интересная такая вещь была, что вот в Латвии, например, да, у нас русскоговорящая молодежь, латышскоговорящая молодежь, а заполняли опросы и так, и так. То есть были достаточно частые случаи, что русскоговорящая молодежь, которые сказали, что они говорят по-русски дома, они заполняли анкету на латышском, да, то есть как нужно, да, такое ощущение. В Эстонии, в принципе, абсолютное большинство, кто заполнял анкету, были русскоговорящие, да, то есть они в первую очередь откликнулись на эту тему, и все как один заполняли только на русском, да, если уж они русскоговорящие. Тоже такое интересное отличие. Почему, да, так. Ну вот, и что еще было интересно, да, когда мы смотрели мультфильмы, да, то есть до мультфильмов, если я спрашиваю, ну какие вот у вас ситуации, где вы видите фейк-новости и так далее, то как бы в принципе нигде. А потом, когда вот мы показывали, например, тот самый мультфильм про электричество, да, где там вырубили электричество, и вот это сеется паника и так далее, и вот начинаются эти реакции в зале, да, то есть все распознают эту ситуацию, потом, ой, у меня же точно так же было, да, это что моя бабушка, да, это, ну, то есть, и тогда начинаются вот эти вот настоящие беседы. То есть на самом деле мультик вызвал эмоции и вызвал людей, ну, на более откровенный разговор, что и как происходит, да, чтобы это не было только формально, как я реагирую на мошенничество. Ну, так что так, мультик помог немножко нам признаться, открыл, может быть, не самые положительные черты поведения нашей молодежи, но это тоже результат, и потихоньку мы стали о чем-то разговаривать, о чем-то задумываться. Ну, Да, еще одну да. вещь вспомнила, да, еще тебя перебью.
очень меня удивило. Я вначале думала, что они шутят. Ну вот в вопросе, да, есть такой вопрос, что вы сделаете, если вы поймете, что вы распространили фейк, да, где-то там перепостили, например, и так далее. Ну и там все очень правильно отвечают, что я бы там заблокировал, я бы его удалил, или бы написал, что я ошибся, извините, люди дорогие. А когда мы эти вопросы обсуждали на воркшопах, потому что в одном мультике там как раз про репост, да, идет дело, и вот как люди реагируют. Ну, и я наших молодых людей спрашиваю, ну, у вас бывает такое, что вы репостите? Ну, в принципе, у нас не очень, я так понимаю, любят в социальных сетях рассказывать о своих мнениях, наша молодежь. Это более распространено в Эстонии, да, то есть для них это средство самовыражения, у нас скорее нет, по крайней мере, в школах. Но если они распространяют, то это пересылка в том же WhatsApp, да, то есть это в переписке. Да, это делается очень активно. Получил какую-то новость, я сразу же там распространил, не знаю, 10 друзьям, родственникам. Ну, я спрашиваю, ну и вот если у вас, вы понимаете, что вы неправду послали, что вы будете делать? Ответ. Заблокирую, удалю. Новость удалить, друга удалю. И это не Свидетели. шутка. Свидетели. Это не шутка, да. То есть какое у нас отношение, в принципе, к, ну, не знаю, друзьям, да, или с кем мы общаемся, да. То есть если я понял, что я где-то что-то натворил, то легче, да, убрать свидетелей. Ну, это был, конечно, один случай, но его поддержали, да, то есть не так, что там все показали на этого человека пальцем, сказали, какая глупость, а сказали, ну да, я бы, наверное, тоже так сделала. Но это было очень-очень неожиданно. Да, это, Да. конечно, это печально так звучит, кажется, учитывая, что все-таки это история про то, как благодаря этому проекту мы хотим, наоборот, понять, насколько возможно это критическое мышление и разные его ответвления, направления и так далее. И тут как бы такая история достаточно грустная, кажется, в этом контексте. Грустно, Но, грустно, да, да. Но если мне взять... кажется, Да. что, да, что, ну, благодаря этому проекту мы поняли, что проблема на самом деле огромная. Ну, она Мгм. огромная. Про пропаганду там, в принципе, никто не задумывается у нас в Латвии из молодежи. Там про политические новости, в принципе, никого не интересует. Да? То есть кроме каких-то случаев элементарного мошенничества вообще ничего не видится и не воспринимается как фейк-новости. То есть критическое мышление как таковое, оно ассоциируется с совсем ну, какими-то начальными стадиями, да, процесса и фейк-новости в том числе. И ну, супер, что, по крайней мере, благодаря мультику, да, или вот неформальному обучению, мы смогли, ну, достучаться до этой правды и узнать, что на самом деле все грустно. Не слышу тебя. Вот если говорить про искусственный интеллект, ты сказала про чат GPT, о том, что и так находят якобы новости, ну, точнее, какие-то там ссылки и Да. статьи, что это довольно удобный такой поисковик сейчас для молодежи. Но если говорить о распознавании искусственного интеллекта на видео, были ли такие разговоры о том, что сейчас довольно много есть видеосюжетов, которые, ну, их довольно сложно отличить от реальности. Только в процессе ты можешь понять, что нет, там собака не может условно взлететь, в конце концов ты понимаешь это, но изначально тебе кажется, как будто это действительно снятое видео на телефон, и ты можешь его распространять как такой, ну, вот просто случай из жизни. Насколько признавались ли в этом, попадались ли на искусственный интеллект сейчас, то есть верили ему как источнику, первоисточнику, или были, может быть, какие-то дискуссии по этому поводу? Честно, не было дискуссий по этому поводу. Снова это такое отмахивание рукой, типа, ай, ну все, ну мы же знаем, да, конечно, что сейчас все на свете можно придумать, склеить и так далее, да, но признаться в том, что у меня что-то такое конкретное было, абсолютно нет. И, ну, ChatGPT, если честно, тоже используют на самом деле на таких, ну, basic, да, уровне каком-то. То есть просто закинуть, Примитивно. просто Мгм. спросить, да, примитивно абсолютно. Ну, в общем-то, чтобы списать, чтобы быстрее что-то сделать, чтобы не задумываться. Даже тут далеко ходить, даже у меня были ситуации в другом проекте, где я просила молодежь написать буквально
одно предложение, комментарий своих впечатлений там за день во время поездки, ну и мне присылают вот комментарий, одно предложение, и которое создано искусственным интеллектом. Ну и как бы как это видно, потому что каждый день мне разные люди присылают ну, практически идентичные комментарии. Да, то есть даже не сравнивают, даже не читают друг друга, даже не смотрят, ну, абсолютно этого не замечают. То есть настолько... Но мне не кажется, что мы глупые, да, и наше нынешнее молодое поколение глупое. Абсолютно нет, но это какая-то лень, это нежелание вот, ну, сделать лишнее, да, дополнительное что-то. Если можно так и сойдет, то зачем сделать лишнее? Ну, к сожалению, есть такое отношение. Но не у всех. Приятная, наверное, такая радость была увидеть, что после школьного возраста начинается более уже такое критичное мышление. Некоторые наши там респонденты и те, кто делились историями, были уже ну, либо в университете, либо работающие. И тогда они более так адекватно смотрели на ситуацию и, например, сравнивали ну, разные ситуации, даже так по жизни, там, по регионам, например. То есть видели фейк-новости не только вот в классическом исполнении новостей, да, то есть не только в новостных источниках, а, например, понимали, что новости ну, сказанные новости — это тоже новости, да, что, например, преподаватель в университете — это тоже источник новостей, да, и когда, ну, там девушка из Латгалии у нас, да, учится в Риге, и ее коробит от того, что преподаватель ей говорит, что, знаете, вот у нас все учителя зарабатывают там столько-то, столько-то, и вообще они там что-то лишнее требуют, да, она родом из Латгалии, знает, какая на самом деле ситуация там, да, и может, ну, реально сравнить, да, потому что ее мама учитель, например, и, ну, как бы видит, что что-то не соответствует правде, да, и не побывав в том регионе, да, ты этого не можешь знать. И, ну, то есть, а на уроке, да, на лекции эта информация преподносится как ну, достоверная, да, ее не нужно проверять и так далее. Плюс была очень тоже такая интересная история, которая тоже легла, наверное, в основу одного нашего мультфильма про дворников. Была история про пожарных, да, и эта девочка учится на пожарного, и ездит вот на вызовы и говорит, ну так часто мы приезжаем, и ну вот нас просто грязью обливают, да, и говорят, вот эти пожарники, они там ни черта не делают, все вот у них медленно, там один стоит, ни черта не делает тоже, ну, в общем, куча всего такого, да, негативного. И она говорит, ну это же от незнания. Ну никто, да, в обычном обществе, ну, насколько мы интересуемся там работой пожарных, да, она говорит, а у нас все по указу, да, все по, ну вот по графику, у каждого своя роль, да, и почему там сколько чего должно использоваться. То есть там шаг влево, шаг вправо уже неправильно, да, то есть на все есть устав, и, ну, они от всей души стараются, да, то есть она знает, она учится, она понимает. Говорит, я теперь понимаю, что есть вещи, в которых мы не ориентируемся, и тем не менее, да, вот создаем эти утки, создаем вот эти стереотипы и распространяем их. И вот она, откуда рождается информация, да, не нужно в новостях искать, а просто достаточно послушать друг друга, что мы сами себя убеждаем и дальше это распространяем. Ну, вот тоже такой интересный подход. Да, и есть над чем подумать, кажется, всем нам, и я надеюсь, что этот проект, возможно, если он будет продолжен, то нам также еще будет над чем работать. Наверняка будет над чем работать, да. Большой пласт. Спасибо, Кристина, за такой подробный рассказ. Очень интересные действительно истории, которые заставляют мыслить и так, может быть, критически смотреть в том числе и на самого себя, конечно, даже если мы не говорим о тех людях, которые непосредственно были участниками наших опросов и работы, а, возможно, зрители других возрастных групп тоже могут о чем-то задуматься, поскольку здесь, правда, есть о чем подумать. Спасибо большое и увидимся. Спасибо. Руководитель проекта Fake Detective Кристина Костронова была с Грэмом на прямой связи.
Да, теперь с нами на прямой связи наши эстонские коллеги, партнеры в программе Erasmus+, проекта Fake Detective, Екатерина Конакова и Дмитрий Федоткин. Привет, Катя и Митя. Привет. Привет. Рада вас видеть, и действительно мы такую большую работу проделали. Мы сейчас говорили как раз с Кристиной Кострановой, и она рассказала непосредственно, проанализировав, как реагировала на проект Fake Detective и эстонская, и латвийская молодежь. Но вот какие у вас впечатления остались от этого проекта? Ой, впечатления такие, во-первых, все очень по-разному, и иногда, когда занимаешься проектами Erasmus, задумываешься, для тебя это так, как бы, такое большое удовольствие, и ты делаешь полезное дело, в том числе и для себя, потому что над проектом было очень интересно работать. И когда ты, с одной стороны, собираешь истории, потом общаешься с экспертами, да, мы занимались производством мультика, и все к тому, чтобы потом показать эти мультики, да, провести наши воркшопы и посмотреть, как это все работает. И вот получается основное впечатление. Это, конечно, когда мы уже взаимодействовали с ребятами, когда мы показали мультфильмы, посмотрели, как они реагируют, когда мы увидели, как учителя реагируют, когда, ну, вот какое-то такое взаимодействие было. И какие-то вещи, то есть все равно были гипотезы, да, в начале нашего пути. И после ребята смотрели мультики, и они высказывали уже, ну, как на основе кейсов, да, какие-то рассказывали свои истории, свои мысли. И вот это вот было интересно, потому что что-то прям совпадало с тем, что у нас было в начале проекта, а что-то было другое. Да, мне, например, то есть когда мы спрашивали, где они, в принципе, ищут новости, оказалось, что ребята не школьники, да, мы о школьниках говорим, они не называют не то, что сайты средств массовой информации, они даже не говорят о браузерах, то есть они говорят чат GPT. То есть новости – это чат GPT. И мы такие, наверное, надо было один из мультиков посвящать чату GPT. То есть вот, и это все же поменялось вот буквально за короткое время. Да, потому что когда мы собирали истории, нам рассказывали прежде всего про мошенников, про телефонные звонки. И у нас было ощущение, что ребята больше фейки воспринимают как именно вот такой обман. Да, они зашли на сайт, их обманули, им кто-то позвонил, да, и пытается обмануть, выманить деньги. А для нас, например, изначально фейк это было что-то больше, ну, не знаю, там, связанное с политикой, да, и вот тогда тоже у нас поменялось представление. Но потом оказалось, что новости – это чат GPT. Ну, а если говорить о реакции на мультфильмы, да, Мить, может быть, ты добавишь как раз о впечатлениях, и вот если говорить о реакции на мультфильме, видели ли вы какие-то необычные реакции, когда этот мультфильм был показан? Несколько мультфильмов, да. Нет, скажем так, если сравнивать, мастер-класс состоял из нескольких частей, это как раз просмотр и обсуждение мультфильма и какая-то дискуссионная часть. Само собой, дети больше оживали, когда вот они увидели мультипликационное фильм и было обсуждение, нежели какие-то мы задавали рутинные вопросы там про какие-то порталы новостные, какие-то фейки. А здесь как раз-таки они включились, даже что-то по ходу мультиков комментировали, где-то смеялись, потому что, в принципе, кто-то узнавал своего друга, где-то кто-то узнавал себя. И, в принципе, мультики же тоже были основаны на истории, то есть вдохновлялись историями детей, и чаще всего это были какие-то актуальные темы, которые вот происходили. То есть то ли это вот рассинхронизация стран Балтии, да, по электричеству, как вот это все распространялось, или будь то какие-то ложная информация, которая распространяется вот в ТикТоке. Часто вот дети вот говорили ТикТок, ТикТок, то есть мы там смотрим тоже новости ТикТок. И вот как-то меняются тренды и тенденции. Да-да-да. И, кстати, вот на мультик, который, он у нас «Паника» называется, который как раз про то, что, возможно, странам Балтии грозило тотальное отключение электричества, да, то есть это же такая история из жизни. И вот на нее, наверное, больше отреагировали даже учителя, которые принимали, да, участие в таких вот пробных наших мастер-классах. Ребята, вот мне кажется, они больше среагировали на мультфильм «Обман», когда речь шла про ссылку, да, ложную в интернете, и они рассказывали, что да, кто-то попадался на что-то подобное. Некоторые говорили, да, мы это и так знаем, ну, то есть мы ни за что не попадемся и так далее. А потом у нас же в мультике там, допустим, разница в названиях
сайта была буквально в одной точке. И оказалось, что кто-то ее заметил, а кто-то нет. Да, и это тоже было для них поводом, что, как бы бывают такие нюансы, на которые ты и не обратишь внимания. Вот. И про мультик, который был связан как раз с тем, что девочка сняла с одной стороны ситуацию, да, мужчина снял ситуацию, которую он увидел про дворников с другой стороны. Вот там тоже такая, получилось поговорить об этом, потому что часто бывает, да, что куда ты пришел, снял, выложил, а на самом деле это не полная история. Поэтому кого-то это в меньшей степени заинтересовало, чем, например, мультик про обман, вот про мошенничество в интернете, а кто-то прям делился своими историями, рассказывал, что да, мы видели, как кто-то выкладывал, но они были неправы. И вот тут тоже было много эмоций, и мы порадовались, что получается, создали мультфильмы, которые, скажем так, показывают ту реальность, в которой ребята живут. И, получается, и взрослые отреагировали на своем уровне, и подростки отреагировали. Вот это было классно. Ну, если говорить, насколько полезным вообще оказался наш проект, мы с Кристиной как раз говорили о том, что для нее было несколько неожиданным некоторые заявления там, подростков, школьников насчет фейковых новостей, что вот если я разошлю условную там какую-то фейковую новость своему другу, то я удалю, но не фейковую новость, а друга. Там, Кристина, ты сказала, и действительно это так звучит, конечно, довольно печально, учитывая, что все-таки хочется верить, что это шутка была до последнего. Но вот с чем-то таким пришлось столкнуться. И удалось ли как-то пролить свет, где-то открыть глаза, или, может, заставить задуматься в рамках вот этого проекта? Как вы это видите и чувствуете? Может, Митя скажет? Просто, мне кажется, понравилось в начале мастер-класса, мы делали такую игру, когда ребята должны были найти какую-то новость, делали 2 круга, то есть круг в круге, и каждый из учеников был поделиться быстро этой новостью, и потом хоп, и меняется. И потом по ходу мы вот как раз спрашивали, какие вот новости ты узнал. И вот получается, что это как сломанный телефон как бы играет, и человек вроде как бы прочитал новость, но дальше он упустил какой-то маленький факт, и дальше новость уже звучит очень как бы бодро, ярко и очень агрессивно. То есть вот такой интересный момент, а дети на это даже как бы не обращали внимания. Ну, подумаешь, там слово там не вставил, а вот эту вещь. Как раз вот у нас это болезненная тема перехода на эстонский язык обучения, и как раз там вот была новость, что в профцентре часть специальностей, русские специальности переходят на русские специальности будут платными. И как раз-таки человек упустил, что это в профцентре, и он как бы образование на русском языке будет платным. То есть, и вот как бы вроде нюанс, а вот уже звучит совершенно по-другому. Ну, то есть контекст, да, совсем Да, меняется. да, и часто вот как раз-таки дети, они не обращают внимания на какое-то слово или деталь, и это дальше передается из уст в уста, и может, в принципе, вызывать, я думаю, какие-то яростные дебаты потом. Но вот если как раз говорить об отличии эстонской и латвийской молодежи в школах, ну и, может быть, чуть старше, да, и мы же проводили в рамках нашего, конечно, исследования, мы не можем обобщать и говорить обо всех, и говорить о репрезентативности там этих опросов в глобальном смысле, но если говорить в контексте нашего исследования, вот насколько это отличие было ощутимо, на ваш взгляд, Катя? Мне кажется, что, по крайней мере, из того, что рассказывала Кристина, и то, что было у нас, какие-то вещи, да, совпадали, какие-то вещи показались, может быть, разными, но они, я думаю, знаешь, тут получается, что вначале вот как раз эта игра, когда находили новости, да, и обсуждали, я думаю, что, может быть, за счет того, что ребята в Латвии нашли одни новости, да, и не обсуждали мы какие-то другие, то, может быть, вот здесь получилось по-разному, просто потому что изначально, да, предмет обсуждения был такой. Но было тоже забавно, что даже когда мы проводили какие-то, просто как такие разминочные игры, чтобы, познакомиться и так далее. То есть один из вопросов был про то, во что я верю, да, например, там, вот если я начинала, я говорила, к примеру, я там верю в Деда Мороза. И некоторые ребята раскрывали сразу, и они рассказывали какие-то истории там своего детства. И некоторые,
понятное дело, что они не готовы были, наверное, очень много рассказывать и честно сразу же там чужим взрослым людям, да, и они закрывались. А некоторые начинали говорить, что я не верю своим родителям, потому что, да, и были какие-то ситуации, или я не верю своим учителям, потому что. И вот этот вот момент, который они озвучили, я тогда подумала, что это как раз повод делать какой-то, ну, другой еще проект, который связан именно с вопросами доверия, взаимодействия, понимания, потому что это показывало еще то, что люди разных поколений на какой-то очень, ну, то есть на разных волнах, да, и где-то вот нет этого взаимопонимания. И я поняла, что, ну, наверное, как бы ты вот так живешь, и нет понимания, и это становится одиноко. И если ты не можешь еще найти какую-то информацию, либо эта информация может тебя испугать, да, в интернете, когда ты читаешь, либо вызвать какие-то еще другие эмоции, то, ну, как бы это вот тоже такой момент. И многие тоже отмечали, но это уже, наверное, больше про взрослых, о том, что кто-то говорил, у нас так сложная работа, да, и когда ты читаешь новости, то это вообще становится как-то вот, ну, слишком, Все плохо. ну, как стресс, да, все плохо и так далее. И вот этот вот вопрос, как мы, ну, не то, что защищаемся, да, то есть это происходит, да, никто, ну, то есть авторитетные СМИ не врут, они говорят то, да, как есть на самом деле. Но из-за того, что многие и ребята это тоже отмечали, ну, вот я говорю, что в основном взрослые, они уходят в какое-то состояние стресса, то, мне кажется, это вот тоже такая, может быть, еще одна тема для исследования, как оставаться в ресурсе, да, чтобы эти новости тебя не фрустрировали, но при этом ты, ну, как бы мог отличить, да, где есть объективность, где нет объективности. Еще был такой момент, когда мы обсуждали немножко о том, что как такового одного правильного мнения обычно же нет, да, то есть, ну, то есть у каждого есть свой взгляд, да, и как вот это вот соединить, как посмотреть на какую-то проблему более целостно, да, принять точку зрения. Я поняла, что, по крайней мере, у подростков с этим тоже сложно, то есть принять другую точку зрения, ну, то есть к этому есть вопросы. Ну, то есть есть над чем подумать и есть что продолжить, да? Вот, Мить, как ты Да, считаешь, есть ли да, темы да, для да, продолжения проекта? да, 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 да. И мне еще тоже немножко, может быть, отвлекусь от твоего вопроса. Хочется просто сказать, когда мы работали над мультиками, у нас в одном мультфильме есть образ такого этого паука, который как раз представляет из себя вот этих мошенников, злодеев, которые хочет, да, там всех захватить. А в одной истории, когда вот на первоначальном этапе мы собирали истории молодых людей, о мошенничестве, с которым они столкнулись, было предложение как раз, что дезинформацию представить в образе некого чудовища. Да, и у нас вот это, ну, может быть, банально, но превратилось в паука, да, паутина, вот он паук. Но очень тоже несколько ребят, когда они смотрели мультфильм, они отметили, что вот этот паук, он прям сильно похож, да, на то, что как бы как они чувствуют. Да, и получается, эта идея была предложена, да, мы ее подхватили, раскрыли, и она нашла, ну, такой отклик у ребят. Это вот тоже было как-то интересно. Ну вот, да, если про продолжение говорить, Мить, может быть, дополнишь, какие идеи есть для продолжения, если есть. Ну так, навскидку, понятно, что это все не сейчас решается, но тем не менее, вот как бы ты хотел продолжить этот проект? Вопрос сложный, объемный, постараюсь, может быть, короче. Как раз вот с развитием технологий, то, что приходит искусственный интеллект, и там вот социальные сети видоизменяются, наверное, очень важно. Ну, это кажется, мы всегда все знаем, но благодаря вот этим инструментам можно по-новому как-то начать влиять, обманывать, дезинформировать. И поэтому, мне кажется, надо также уже параллельно начинать думать или разрабатывать, как сказать, противоядие вот этим вещам. То есть как раз-таки как можно противостоять и как можно, как сказать, обличать, что вот это как бы неправильно, ложно. И мне кажется, с каждым годом все больше и больше будет вот этой дезинформации благодаря вот развитию и чату GPT, потому что раньше, скажем так, злоумышленники должны были что-то сидеть, устраивать мозговой штурм где-то там на кухне, как мы будем обманывать.
Сейчас, в принципе, вот приходят технологии, если чуть хитрить, и я думаю, он будет помогать генерить что-то. Да, но я думаю, об этом не стоит рассказывать подросткам. Ну да, Но но идея да, такая, идея да, что понятная, это очень актуально, действительно. да, что в смысле, что схемы мошенничества, да, все время меняются, и если вот этого вот, ну, я не знаю, вот этой оптики, как вычислить, да, вот это мошенничество, вот это нет, да, вот это я готов принять за правду, потому что раз, два, три, четыре, вот это я должен проверить, потому что раз, два, три, четыре, вот здесь я чувствую страх, гнев там и так далее, и поэтому я понимаю, что сейчас мне нужно как-то себя защитить, да, либо там наоборот какую-то эйфорию. И, кстати, вот одна из историй, которая была на первоначальном этапе, девочка рассказывала, что она как-то читала исследование о том, как выучить иностранный язык за 10 дней, и она говорит, что так убедительно было написано, что я вот поверила. И она приводила в качестве примера, что там были ссылки, имена ученых там и так далее. Но когда она дальше начала искать в интернете, оказалось, что нет таких ученых, нет таких исследований и все прочее. Точно так же чат GPT, да, то есть если ты что-то иногда ищешь, он может выдать совершенно не те ссылки, да, просто они будут неправдоподобными, соединить имя одного ученого, фамилию другого, название одного исследования и так далее. Но получается, что подростки у нас оказываются как раз вот в этом, и если они не умеют распределять и понимать, и проверять информацию, то им просто будет очень сложно. И мне кажется, что вот этот проект, он действительно важный за счет того, что вырабатывается именно как позиция, как я смотрю на информацию, да, как я могу, что мне может помочь отличить правдивую информацию от ложной информации. Ну и просто, наверное, тоже очень важно, наверное, прорабатывать или работать с молодежью, чтобы они понимали, что какое-то короткое видео, которое они могут сделать как для ТикТока, которое как бы может вызвать хайп, что оно может повредить другому человеку и, скажем так, запятнать его там честь или унизить, или нарвать на какие-то оскорбления. Как раз вот у нас там был мультик на тему дворников, да, когда какой-то мужчина заснял, как они сидят на скамеечке, там отдыхают, и выставил, вот куда уходят деньги наши, да. А было продолжение, что у них просто обеденная пауза, да. То есть вот очень важно понимать и разбираться даже, скажем так, в реальной жизни, когда ты видишь, что дворник сидит кушает, это не значит, что он лентяйничает, а может быть у него обед, и поэтому прежде чем выставлять или что делать, лучше, конечно, узнать и разобраться, то есть дойти до первого источника. Да, и вот получается, да, Аня тоже спрашивала про то, что как можно развивать проект. То есть наш воркшоп предполагал то, что мы рассказывали еще, рассказываем ребятам о том, как можно самостоятельно делать какую-то анимацию, да, но на примере создания контента как раз очень здорово объяснять какие-то вещи, которые, ну, то есть как может работать манипуляция и так далее. Потому что одно дело, когда ты смотришь, а другое дело, когда ты что-то снимаешь, и просто упускаешь какие-то моменты, и таким образом ты уже становишься, да, вот распространителем какой-то ложной информации. Вернее, она может быть не ложная, да, они действительно отдыхали, но вот какого-то этого контекста нет. И я считаю, что будет здорово, если, например, ребята будут больше создавать, да, какой-то вот такой контент, и именно в этом процессе учиться. Вроде бы я делаю все правильно, но на самом деле я тоже ввожу в заблуждение, а почему, да, 1, 2, 3, 4 и так далее. И тоже мне понравился один из советов, который вроде бы, такой очень простой, наших экспертов, о том, что очень важно активное чтение. То есть, когда ты читаешь, очень здорово понимать, кто пишет, зачем он это пишет, да, либо говорит, какая у него может быть еще дополнительная цель, да, потому что сейчас очень много пропаганды, и действительно очень легко поддаться, да, на нее даже взрослому человеку, даже человеку там, с высшим образованием. И поэтому, вот, на мой взгляд, если создавать самостоятельно какие-то небольшие, может быть, анимационные, просто видеоролики, писать какие-то тексты, то будет проще также ловить себя на том, в какую ловушку ты можешь попасться, и при этом также, смотря, либо читая какой-то контент, вот задавать себе эти вопросы. Какая цель там и так далее. Да, ну и правда есть над чем работать в дальнейшем. И спасибо вам за такую большую работу. И правда было очень интересно. Надеюсь, что продолжим. Нам было очень Спасибо, ребят. интересно работать над таким проектом. Да, и очень хочется, что, конечно, те разработки, которые мы сделали, мультики, чтобы их посмотрело как можно большее количество подростков. И я надеюсь, что это тоже будет полезно учителям.
и молодежным работникам, потому что, как мы, кстати, поняли, что учителям на самом деле, то есть у них нет практически времени для того, чтобы этим заниматься в школе. Мгм. И поэтому учителя отметили, да, что хорошая работа и так далее, но они сказали, что это должны какие-то другие люди прежде всего работать с подростками, да, и вот здесь как раз появляются молодежные работники, для которых это хорошее подспорье, потому что отличный повод начать разговор об этом, да, а дальше там ребята сами расскажут о ситуации, и я думаю, молодежные работники придумывают очень много других каких-то дополнительных активностей, интерактивов для того, чтобы дальше развивать эту тему. Вот. Но то, что учителя действительно не могут с этим работать, вот, то есть для нас это тоже было, потому что я, например, считала, что есть классные часы, на которых можно Мгм. уделить время этому, но выяснилось, что нет. Да, поэтому очень тоже рассчитываем и надеемся на молодежных работников. Ну что ж, спасибо вам. Спасибо за вашу работу и за то, что поговорили и рассказали, в том числе нашим зрителям сейчас о том, подвели итог этого большого проекта. Спасибо. Спасибо. Да, До спасибо свидания. за сотрудничество. Пока. Ну что ж, теперь мне остается сказать только до свидания. Мы были очень рады, что этот проект смотрели. Это серьезный критерий того, что он оказался нужным. Поэтому спасибо, продолжайте смотреть Грэм, и спасибо нашим коллегам за то, что мы смогли сделать такую, кажется, большую работу. Это такое исследование, которое, безусловно, не может обобщать все, но какие-то конкретные моменты, болезненные моменты, в том числе, они были выявлены в рамках этого исследования, на что стоит обратить внимание, о чем стоит подумать дальше. И, возможно, мы еще увидимся в рамках этого проекта Fake Detective. Всего доброго и до свидания.